картофельные крокеты. И готовить мы будем их именно так, как их делают в Корее. Начинаем мы с приготовления теста. Мы делаем тесто на 8 больших или же на 12 маленьких картофельных крокетов. Потребуется мука 300 грамм, можно муку просеять или использовать сразу. Затем сухие быстродействующие дрожжи 5 грамм, сахар 30 грамм и соль в объеме 5 грамм мы добавляем в муку. Все это мы перемешиваем с мукой и затем добавляем следующий ингредиент, а именно одно яйцо. Мы разбиваем и добавляем и хорошо перемешиваем с мукой. Затем мы должны будем добавить воду. Вода потребуется в объеме 140 мл, но лучше всего воду добавлять по чуть-чуть. То есть добавить некоторое количество воды, перемешать, а затем добавить другое количество воды, чтобы точно получилась именно такая консистенция, какая должна быть. И по необходимости вы всегда можете добавить либо муку, либо воду, потому что жесткость воды и качество муки всегда разные. Затем мы добавляем сливочное масло в объеме 20 грамм. Мы кладем его куском и буквально-таки вмешиваем его в тесто. Вообще замешиваем тесто мы где-то в общем около 10 минут, желательно доводя тесто до мягкости. Когда тесто замешано, мы должны сделать из него комок. Этот комок мы укладываем в глубокую емкость и затем накрываем пищевой пленкой или куском ткани и оставляем так на 1 час в теплом месте. За это время мы с вами отвариваем 2 средних картофеля, около 400 грамм, и затем мы его расплющиваем, превращаем его, так сказать, в пюре, и должны будем также подготовить овощи, а именно 1/3 моркови, 5 стручков зеленого лука и 1 маленькую луковицу. Луковицу мы должны с вами в конечном итоге нарезать кубиками, не слишком мелкими, но и небольшими, такими средней величины, ближе к мелкой, но не делайте их слишком маленькими. Затем морковь. Мы нарезаем сначала тонкими кусками, затем все это мы превращаем в тонкую соломку и в конечном итоге соломку нарезаем маленькими кубиками. Вы, конечно, можете перемолоть все это и в блендере, но лучше, чтобы все-таки овощи сохраняли такую свою структуру, чтобы был достаточно такой жевательный эффект в процессе, уже когда еда будет готова. И зеленый лук мы нарезаем с вами маленькими кольцами. Затем нагреваем сковороду с некоторым количеством растительного масла и закладываем туда все прежде нарезанные овощи и начинаем их пассеровать на среднем огне. Когда овощи немного размякнут, мы добавляем следующий ингредиент, а именно свиной фарш в объеме 100 грамм. Если вы не едите мясо, то вы можете просто этот ингредиент пропустить. Все это мы продолжаем на среднем огне вместе пассеровать. И затем, когда мясо поменяло цвет, мы добавляем щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и немного черного молотого перца по вкусу, где-то я клала около пол чайной ложки. И все это мы перемешиваем и добавляем следующий ингредиент. Карри, порошок 1 столовая ложка. Если вы не любите карри, то вы можете это пропустить. Но вот в Корее в основной версии этого блюда карри добавляют. Все это мы перемешиваем, продолжаем пассеровать, пока мясо не приготовится, фарш не приготовится и овощи не размякнут, уменьшатся в размере. Все это мы с вами пока что выкладываем на какую-нибудь тарелку и даем этой массе немного остыть. И затем овощи и фарш перемешиваем уже с прежде подготовленным картофельным пюре. На этой стадии можно также добавить еще специи по вкусу: соль, сахар и черный перец. И, получив однородную массу, пока отставляем в сторону. Тесто через 1 час. За 1 час тесто должно было подняться и вырасти минимум вдвое.
мы тесто аккуратно перекладываем на какую-нибудь доску, чтобы его нарезать. И затем мы его делим, тесто, на 8 равных частей для большого размера крокетов или же на 12 равных частей для маленького размера крокетов. И затем делаем из каждого куска комки, точно так же, как мы прежде делали один большой комок. И затем эти комочки мы накрываем пищевой пленкой или куском ткани и ставим на 15 минут в теплое место. После этого через 15 минут мы должны будем заложить начинку. Взяв комочек, немного придавив его рукой, выпустив газ, расплющив и затем пальцами немного по кругу его расширив, мы начинаем закладывать начинку. Удобно пользоваться столовой ложкой, чтобы постараться заложить начинки как можно больше. Соответственно, если вы делаете маленькие размеры крокетов, то тогда начинки нужно закладывать меньше, чем я сейчас, потому что я делаю большие. И затем нужно подобрать концы и соединить их вместе. Не расстраивайтесь, если это будет выглядеть не очень-таки красиво, это обратная часть, и ее совершенно не будет видно, когда мы закончим делать это блюдо. Давайте посмотрим еще раз. И затем можно пока что отставить их куда-нибудь в теплое место, эти подготовленные шарики с начинкой. И мы подготавливаем остальные ингредиенты, которые понадобятся, а именно панировочные сухари. Сколько в конечном итоге, какой объем панировочных сухарей уйдет на приготовление блюда, очень сложно сказать. Поэтому лучше просто возьмите одну среднюю или большую упаковку. Хочу дать совет не использовать вот такие вот панировочные сухари, похожие больше на порошок, то есть эту хлебную крошку, потому что с ними получается некрасиво и не так вкусно. Далее мы должны подготовить 3 яйца. 3 яйца мы разбиваем тоже в какую-нибудь достаточно объемную емкость, чтобы нам было удобно туда окунать наши крокеты. И не взбалтываем, а перемешиваем яйца до однородной массы. И советую также взять воду и спрыснуть немного панировочные сухари, так они будут лучше прилипать. Теперь мы берем каждый из комочков, немного его придавливаем, придавая ему такую форму как бы котлетки, и затем мы сначала должны будем погрузить его в яйцо и несколько раз его в нем обмакнуть, так, чтобы яйцо целиком полностью покрыло всю поверхность. И затем уже погружаем далее в панировочные сухари. Каждый раз переворачивая на другую сторону и сверху посыпая панировкой, немного слегка придавите ладошки, но не сильно. Так панировка лучше сядет на всю форму. И все, откладываем пока в сторону. Давайте посмотрим на это еще раз. Если у вас есть время, то перед жаркой можете дать еще 1 час уже в панировке подготовленным крокетом немного подрасти. Если же нет, то вы сразу нагреваете растительное масло для жарки, минимум пол-литра, но все зависит от того, в какой емкости вы это делаете. Нужно, чтобы она была немного глубокой, чтобы не плавали. Как проверить, что масло нагрелось? Бросьте немного панировки, она должна зашипеть и всплыть. Тогда можно закладывать. После того, как с одной стороны крокет поджарился до золотисто-коричневого цвета, вы переворачиваете его на другую сторону. И то же самое, когда с другой стороны крокет поджарился до золотисто-коричневого цвета, все можно вынимать и положите на железное сито, чтобы излишки масла стекли. И каждый раз после жарки одного или нескольких крокетов снова немного нагрейте масло, потому что оно остывает в процессе жарки. И давайте посмотрим на этот процесс еще раз. Вот и все. Наше аппетитное блюдо готово.
Выглядит оно очень эффектно и на самом деле очень сытное. Оно понравится как взрослым, так и детям. В Корее это блюдо относится к разновидности уличной еды, но в современное время также продается и в магазинах, там же, где выпекают и продают хлеб. Очень вкусно есть это вместе с кетчупом и майонезом, просто-напросто окуная крокеты в кетчуп и майонез. Я советую вам хоть раз попробовать приготовить это интересное и очень вкусное блюдо. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита и не пропустите новые рецепты.